В 25 июня 1997 года Париж, улица Сен-Жермен, дом 42, второй этаж, спальня с видом на внутренний двор. На кровати лежал Жак-Ив Кусто, 87 лет, океанограф и кинодокументалист, изобретатель акваланга, лауреат премий, автор сотен выпусков «Одиссеи». За плечами у него была жизнь, в которой тело казалось сделанным из железа, тысячи погружений, акулы, аварии и почти никогда страх или слабость. Сейчас тело сдавало, дыхание было тяжелым, рваным, лицо серело, губы синели, ладони становились ледяными. Рядом сидела Франсин Кусто, молча держала его руку, не плакала, не говорила, словно боялась спугнуть последние минуты. У окна стоял врач Жан-Поль Бернар, семейный доктор, знавший Кусто 20 лет, и время от времени смотрел на часы, понимая, что уже ничего не изменит. Кусто медленно открыл глаза, будто вытаскивая взгляд из глубины, повернул голову к жене, губы едва шевельнулись, голос прозвучал хрипло, почти шепотом. «Байкал, я был прав». Франсин не поняла, переспросила, о чем он. Он едва заметно качнул головой, словно отвечать было уже поздно, закрыл глаза и больше не открыл. Спустя 2 часа дыхание остановилось, смерть зафиксировали в 15:08. Официальная причина — сердечный приступ, возраст — естественные причины. Похороны прошли 28 июня в семейном склепе. Пришли сотни людей, политики, министры, коллеги, послы. Пресса написала, что закончилась эпоха. Но в этой гладкой официальной картине была щель, о которой почти не говорили. Всего за 3 месяца до смерти Кусто вернулся из последней экспедиции. И это была не просто поездка, а Байкал, Сибирь, Россия, фильм для цикла «Повторное открытие мира», и название звучало не как «Тайны» или «Глубины», а как «Зазеркалье», словно речь шла о месте, где реальность отражается и ломается. До Байкала, в 86, он выглядел бодрым, спорил с операторами, сам погружался, строил планы следующих маршрутов. После Байкала он стал другим, словно что-то вынесли из него вместе с воздухом. Это можно было бы списать на возраст, если бы в 2003 году в Марселе, в больнице Сен-Жозеф, в онкологическом отделении, в палате номер 27 не лежал Пьер Делон, водолаз и фотограф, работавший с Кусто с 1978 по 1997 год, участник множества экспедиций. Рак легких, 4-я стадия, метастазы, срок считали неделями. К нему пришел журналист из местной газеты, хотел материал к годовщине смерти легенды, ожидая стандартные воспоминания про калипсо, море и романтику. Делон долго молчал, смотрел в окно, затем начал говорить тихо, с паузами, будто сам выбирал, сколько секунд ему осталось на каждое слово. Он сказал: «Байкал, март 97-го, максимальная глубина, центр озера, темнота, вода около 3 градусов. Прожекторы дают 20 метров видимости». Кусто вел съемку слишком долго. Не как человек, снимающий красивые кадры, а как человек, который увидел подтверждение. Вспышки били одна за другой, почти 20 минут без остановки. На поверхности Кусто сидел молча, смотрел на снимки, лицо было белым, как мел. Руки дрожали так, как Делон не видел даже после нападения акулы в Красном море. Делон спросил: «Что там внизу? Что вы сняли?» Кусто посмотрел на него пустыми глазами и сказал тихо: «Больше для себя, чем для собеседника. Я видел это раньше, в другом месте, но там было закрыто». Делон попытался вытянуть смысл, спросил, где и что было закрыто. Кусто не ответил, ушел в каюту, заперся, не выходил до вечера. Потом они улетали домой, и всю дорогу Кусто молчал, и только один раз, когда самолет проходил над Азией,
Он будто сам себе произнес: «Теперь я знаю точно». Делон сказал, что эти слова застряли в голове, потому что это было не про озеро и не про фильм. Это было про какую-то схему, про две точки, про совпадение, которое превращается в доказательство. Интервью вышло 27 июня 2003 года в малотиражном выпуске. Почти никто не заметил. И через 3 недели Делон умер. 17 июля. В той же больнице, в той же палате. Как будто история сама закрыла рот свидетелю. Но его фраза про «раньше» и про «закрыто» тянула нить назад, к другой точке, к Антарктиде. В 1972 году «Калипсо» шла к ледяному континенту официально ради китов и антарктической фауны. Это выглядело как очередная серия «Одиссеи», но в маршруте были странности. Судно шло не туда, где биологи ожидали бы массовой популяции, а в более закрытый сектор, куда редко допускали чужих. По пути оно задерживалось у аргентинского берега, в заливе, где на дне лежали 2 немецкие подводные лодки, пришедшие после капитуляции Рейха, У-530 и У-977. И Кусто будто искал в них не металлолом, а след, ключ, направление. Затем западное побережье Антарктиды, зона, исторически обросшая слухами. Немецкая экспедиция 1938, 1939 годов, Новая Швабия, сброс вымпелов со свастикой, оазисы без льда, карты, которые потом исчезали в сейфах. Потом американская операция 1946-1947 годов, High Jump, адмирал Бёрд, гигантская группировка, авианосец, самолеты, тысячи людей, экспедиция, рассчитанная на месяцы и свернувшаяся за 3. И слова Бёрда, которые потом пытались стереть. Про угрозу с полярных регионов и машины, способные летать от полюса до полюса с невероятной скоростью. В 1972 году «Калипсо» шла вдоль льдов. Аппаратура сканировала дно, и на экране холота появилась аномалия. Сильный металлический отклик, объект огромный, не похожий на камень. Кусто приказал остановиться, бросить якорь, готовить погружение. 4 аквалангистов ушли в воду, холодную, прозрачную, и на глубине около 40 метров увидели силуэт корабля. Белый корпус, настолько белый, что он выделялся пятном даже в полумраке. Это был военный корабль без маркировки, целый, без пробоин, без следов боя, будто его не топили, а опускали. Они нашли люк, проникли внутрь и увидели непривычный затонувший хаос, а стерильную пустоту, снятые приборы, вырезанные панели, демонтированные двигатели, обрезанные трубы, отсутствие любых документов. Это была не авария, а чистка, профессиональная, тотальная. В одном отсеке на переборке была выцарапана немецкая надпись «Eingang», вход, слово, которое и так очевидно внутри корабля, но здесь оно звучало как указатель на другое. Они сфотографировали, сняли видео, поднялись, доложили Кусто. Он выслушал спокойно, но взгляд был другой, напряженный. Он запросил пленки, затем передал координаты по закрытой связи кому-то, кого экипаж не знал. На следующий день они спускались снова и снова находили только пустоту и это слово. Затем Кусто сам спустился, пробыл внутри, стоял перед надписью долго, как перед знаком, который нужно запомнить на всю жизнь, поднялся бледный и через час приказал свернуть работы и уходить. По возвращении во Францию на причале ждали люди в костюмах, материалы изъяли, команду распустили, всех заставили подписать обязательства о молчании на десятилетия. Потом по этой линии начали появляться исчезновения, смерти, аварии, рак, автокатастрофы, как будто система последовательно убирала тех, кто видел слишком близко. Инженер, давший редкое интервью спустя годы, исчез. Оператор погиб в аварии, где машина будто сама решила утонуть. Фотограф, решивший заговорить перед смертью, умер слишком быстро.
Техник, доживший до старости, отвечал одно и то же — не помнит. И в этой паузе возникал вопрос: если в Антарктиде был вход, то куда и почему Кусто после 1972 года так упорно пытался попасть на Байкал? Байкал в этой истории был не просто озером, а геологической раной планеты, древнейшей трещиной, рифтовой зоной, которая расширяется, углубляется, и дно которой лежит ниже уровня океана. Он был и природной аномалией, и стратегическим объектом СССР, закрытой зоной, где военные жили рядом с научными судами, а секретность была плотнее тумана. В 1959 году военная экспедиция измеряла глубины, и эхолот показал движущийся объект на огромной глубине, скорость аж невозможная. Потом один свидетель исчез, другой утонул, третий погиб в странной аварии. В 1982 году военные водолазы ушли под лед на тренировку и столкнулись с 3 существами без аквалангов, высокими, в серебристых костюмах, и один жест рукой обернулся силой, выбросившей людей на поверхность за секунды. 2 умерли, 3 стали инвалидами, выживших разослали по разным концам страны, чтобы не складывали историю. В 1983 году приборы показывали на глубине правильную геометрию, прямоугольные линии, как здания. В 1985 году кто-то поднимал со дна металлический цилиндр с окнами, и свидетеля вскоре нашли мертвым. В этих эпизодах повторялся один мотив. Попытка приблизиться заканчивалась жертвами и молчанием. Кусто годами пытался получить разрешение на Байкал, получал отказы. После распада СССР границы открылись, но он все равно ждал несколько лет, будто искал момент, когда можно будет спуститься на максимальную глубину и увидеть своими глазами. Он приехал уже старым, но упрямым. Он снимал нерпу, лед, прозрачную воду, легенды местных, все то, что можно показать по телевидению, но главная цель была там, в центре, на глубине, где когда-то приборы рисовали прямые линии. Он спустился на предельную глубину в аппарате, рассчитанном на давление, включил прожекторы и увидел структуры, слишком правильные для природы. Он снимал 20 минут, как будто боялся, что доказательство исчезнет. Поднявшись, он смотрел на кадры и молчал, потому что картинка замыкала кольцо. Он видел это раньше, в другом месте. Тогда было закрыто. Теперь он знал точно. Он не сказал в эфире ни слова о том, что видел, как не сказал и про Антарктиду. Он вырезал самое важное, оставив зрителям красивую поверхность. И через 3 месяца он лежал в душной спальне в Париже и произнес жене: «Байкал, я был прав», как окончательный итог жизни, который так и не стал публичным. В этой истории версии могли быть разными. Рациональная, где все объясняется артефактами приборов, ошибками интерпретаций, страхом и статистикой. Геополитическая, где тайны, продукт холодной войны, разведок, охоты за немецкими следами и зачистки свидетелей. И та, которая связывала все в одну линию. 2 входа, 2 точки на противоположных концах планеты. Подземная или подводная система, которую кто-то охраняет, не желая контакта, и поэтому предупреждает и заставляет молчать. И в любой из этих версий оставалось главное. Кусто вел себя так, будто увидел не загадку для фильма, а механизм, который опасно называть вслух. Он искал четверть века, попал на Байкал, получил подтверждение и унес его с собой, оставив только 2 фразы, которые звучат как ключ. «Я видел это раньше, но там было закрыто». И «Байкал, я был прав». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.